Когда команда исследователей направилась на заброшенный космический корабль, они не могли и представить, что их ждет внутри. Этот корабль, названный Enterprise, был обнаружен в удаленном секторе галактики, скрытый в облаке космической пыли. Его история начиналась с 20 века, когда он был запущен с намерением изучить неизведанные планеты. Но в какой-то момент он исчез, оставляя лишь загадку своего исчезновения. Прибытие к кораблю было настоящим испытанием. Мощные лучи солнечного света пронзали туман, освещая его потемневшие и обветшалые корпуса. На первый взгляд, Enterprise выглядел как старый, ржавый, хранящий тайный обломок. Однако при ближнем рассмотрении на его поверхности можно было заметить странные символы и знаки, которые не принадлежали ни одной известной цивилизации. Исследователи, вооруженные передовыми технологиями и бесстрашием, начали осмотр. Одна из них, доктор Эмили Смит, заметила, что воздух внутри корабля был необычно свежим, словно кто-то оставил двери открытыми, чтобы впустить новый поток жизни. Ученые не могли понять, как это возможно после стольких лет простоя. Это было лишь началом их удивительного приключения. Войдя внутрь, команда оказалась в огромном коридоре, стены которого были покрыты сложными электроникой и непонятными устройствами. Каждый шаг по металлическому полу издавал характерный звук, который словно отзывался эхом в глубине корабля. Наступила тишина, когда ученые начали осматривать помещение. Они наткнулись на комнаты, заполненные странными приборами, в которых, казалось, сохранились остатки жизнедеятельности. На столах лежали инструменты, которые выглядели как межзвездные устройства. Во время своего исследования команда обнаружила, что некоторые из этих приборов все еще работали. Уникальное свечение исходило от одного из них, и доктора Смит и ее коллеги поняли, что это не просто заброшенные технологии, а нечто большее. Это были системы, способные к самовосстановлению, которые сохраняли свою функциональность даже спустя столетия. Однако среди всех этих загадочных устройств их внимание привлекло нечто иное. В центре зала, окруженное странными символами, лежало что-то, что выглядело как контейнер. Он был выполнен из материала, который не поддавался описанию и, похоже, сиял своими внутренними огнями. Словно предвещая нечто важное, этот контейнер притягивал взгляды и вызывал любопытство. Когда команда подошла ближе, они ощутили легкое электрическое напряжение в воздухе. С помощью специальных инструментов они открыли контейнер. Внутри находился старый, но хорошо сохранившийся свиток, обернутый в прозрачную пленку. Как только его достали, от него повеяло легким ароматом, словно время не успело его тронуть. Свиток содержал тексты, написанные неизвестным шрифтом. Несмотря на то, что команда была не в силах расшифровать их сразу, их интрига только возросла. С каждой секундой они чувствовали, что находятся на пороге чего-то грандиозного. Это было не просто письмо. Это было послание из будущего, предвещающее множество загадок и удивительных открытий. В тот момент, когда они начали изучать свиток, один из членов команды заметил, что в одной из комнат находится нечто похожее на печатную машинку. Это устройство, несмотря на свою древность, оказалось работоспособным. Внутри него сохранились страницы, которые, возможно, были связаны с содержимым свитка. Погруженные в свои находки, исследователи не заметили, как время летело. Эта встреча с неизвестным только начиналась, и в воздухе витала напряженность ожидания. Что же они найдут дальше в этом заброшенном космическом корабле? Все, что они знали, это то, что впереди их ждут еще более невероятные открытия, и это приключение только началось. Доктор Эмили Смит и ее команда, завороженные находкой, начали внимательно изучать свиток. Удивительное послание, которое они извлекли из контейнера, было написано на языке, который никто из них не мог распознать. Каждый символ на пергаменте казался загадочным, будто являлся ключом к разгадке тайны, хранившейся в этом заброшенном космическом корабле. В то время как ученые пытались расшифровать текст, один из членов команды, инженер по имени Джейкоб, заметил, что в комнате рядом с ними что-то искрится. Он направился туда и обнаружил печатную машинку, которая, несмотря на свою древность, имела очевидные признаки работоспособности. Словно в ответ на его прикосновение машинка ожила и начала печатать. Страницы, которые выходили из нее, были покрыты странными знаками, которые, к счастью, совпадали с теми, что они видели в свитке. Собравшись вместе, команда поставила задачу — соотнести текст свитка с тем, что печатала машинка. Доктор Смит и Джейкоб, вооруженные лупами и другими инструментами, начали сравнивать символы и буквы, стараясь найти между ними связи. Каждый новый найденный символ вызывал восторг и захватывал их внимание. Они не могли избавиться от ощущения, что на кону стоит нечто гораздо большее, чем просто сообщение из далекого будущего. Тем временем атмосферное свечение вокруг контейнера не утихало. Оно словно подчеркивало важность находки, привлекая внимание всего коллектива. Ученые продолжали работу, погруженные в свои исследования. Постепенно они начали находить соответствия и, наконец, поняли, что свиток и страницы из машинки описывают нечто масштабное — путешествие во времени.
Информация на страницах подробно изображала технологии, которые, по всей видимости, использовались для перемещения между временными парадигмами. С каждым словом, которое они расшифровывали, команда чувствовала, как к ним приходит осознание. Они не просто исследуют старый корабль, а становятся частью исторического открытия. На страницах были описаны устройства, которые могли позволить перемещение не только в пространстве, но и во времени. Эти технологии могли изменить представление человечества о времени и пространстве. Но вскоре их исследование привело к настоящему шоку. Один из символов, найденных в свитке, оказался указанием на место, куда направлялся сам путешественник во времени. Каждое слово описывало путь и координаты, которые вели к известной, но никем не изученной планете. Это открытие вызвало бурю эмоций среди исследователей. Они были на грани нахождения ключа к разгадке исчезновения Энтерпрайза. Пока команда переводила текст и осмысливала его, неожиданно сработала одна из старых систем корабля. Стены начали слегка дрожать, а освещение мигнуло. Из-за этого события атмосфера напряженности нарастала. Ученые переглянулись, осознавая, что их действия могли вызвать неожиданные последствия. Корабль, который они считали заброшенным, вдруг начал проявлять признаки активности. Доктор Смит быстро собрала команду. «Мы должны быть осторожны», произнесла она, смотря на мерцающее освещение. «Если это сообщение из будущего действительно имеет значение, мы должны выяснить, что за этим стоит». Команда собралась в центре зала, стараясь не пропустить ни одной детали. Все понимали, что эти технологии могут привести к невероятным открытиям, но они также могут быть опасными. Тем временем Джейкоб, не теряя время, начал делать записи. Он понимал, что эти страницы могут быть единственным ключом к разгадке того, что произошло с Энтерпрайзом. Очередная страница из печатной машинки выскочила, и в ней содержалась информация о некой загадочной сущности, которая обитала на указанной планете. Это было еще одно подтверждение того, что они на правильном пути. Собравшись, команда решила, что они не могут просто покинуть корабль, не выяснив, что стоит за этой тайной. Это было не просто исследование, а настоящее приключение, полное загадок и открытий. Все понимали, что впереди их ждут новые испытания, которые могут изменить их представление о времени и пространстве навсегда. В воздухе витало обещание новых открытий, и все были полны решимости узнать истину, какую бы она ни была. Доктор Эмили Смит и ее команда были погружены в изучение свитка, когда одно из открытий стало особенно неожиданным. В то время как они пытались расшифровать текст на незнакомом языке, каждый новый символ, который они фиксировали, напоминал детали сложной головоломки. Внутри находки хранилось нечто большее, чем просто послание. Это был ключ к разгадке тайны времени и пространства. Печатная машинка, найденная Джейкобом, продолжала выдавать страницы, покрытые загадочными знаками. Каждый раз, когда новый лист выходил, исследователи испытывали прилив адреналина. Страницы стали соединять их с содержимым свитка, создавая цепь взаимосвязей, которые вели к пониманию. Они осознавали, что каждая буква может стать подсказкой к разгадке их исследования. Ключевой момент настал, когда им удалось сопоставить некоторые символы. Один из них выглядел как указание на конкретное место во времени и пространстве, которое и было конечной целью путешественника. На этом месте, описанном в свитке, находилась неизвестная планета, но по координатам, указанным в тексте, она соответствовала тому, что ученые давно пытались исследовать. Это открытие стало настоящим шоком, и все присутствующие ощутили, как сердце забилось быстрее от волнения. Составив карту, основанную на найденных координатах, команда начала планировать свой следующий шаг. Они понимали, что должны выдвинуться к этой планете. Но в это время их внимание привлек ритмичный треск, раздававшийся из глубин корабля. Неожиданно один из приборов в зале начал мигать, издавая звуки, которые resembled передачу данных. Это было похоже на сигнал, исходящий из разных частей заброшенной конструкции. Доктор Смит быстро обратила внимание на прибор, и команда переместилась к нему. По мере приближения они заметили, что экраны прибора заполнились странными изображениями. Это были видеозаписи, показывающие процессы и технологии, которые использовались для межвременных путешествий. Каждый кадр открывал удивительные возможности, которые могли быть доступны людям в будущем. Записи демонстрировали не только технологии, но и людей, которые использовали их. На экранах мелькали лица, одетые в одежды, которые выглядели как комбинация научной фантастики и футуризма. Каждый из них работал над устройствами, которые, по всей видимости, обеспечивали перемещение между временными потоками. Это было потрясающе. Команда поняла, что они стали свидетелями того, как будущее взаимодействует с настоящим. Однако радость от открытия была недолгой. Внезапно экран заполнился помехами, и звук начал искажаться. Спустя несколько мгновений он отключился, оставляя команду в состоянии растерянности. Неизвестно, что именно привело к сбою, но было очевидно, что они должны действовать быстро. Каждый из исследователей понимал, что судьба их открытий висит на волоске. Собравшись, команда вернулась к печатной машинке и свитку, заново прочитывая находки. Каждое слово, каждая буква казалась важной. Вдруг один из исследователей заметил, что на одной из страниц появилось новое сообщение. Оно гласило: «Не забывайте о времени.
Эти слова вызвали волну тревоги. Они понимали, что каждая минута, проведенная здесь, могла быть критической. Вздохнув, доктор Смит собрала команду для обсуждения дальнейших действий. «Мы должны понять, что происходит. Сигналы, которые мы получаем, могут быть предупреждением», сказала она, поглядывая на всех участников. «Но мы не можем оставить без внимания то, что мы уже нашли. Мы должны отправиться на эту планету». К тому времени, как они начали собирать оборудование, команда была полна решимости. Каждый понимал, что они имеют дело с чем-то, что может изменить их жизнь навсегда. В воздухе витало напряжение, и все чувствовали, что их ждет невероятное приключение. Дальнейшие шаги требовали максимальной концентрации, поскольку они могли стать частью событий, которые когда-то казались лишь фантастикой. По мере того, как команда готовилась к следующему этапу своего исследования, они не могли избавиться от ощущения, что следующее открытие будет еще более значимым. Каждый член группы был полон ожиданий, но не только новые технологии и загадки их ждали впереди. Время, которое они были готовы потратить на исследование, также могло стать ключевым элементом их приключения. Каждый из них чувствовал, что впереди их ждет нечто большее, чем просто открытие. Команда, исследуя заброшенный космический корабль, наткнулась на технологии, которые показались им невероятными и недоступными. Каждый прибор, каждый экран, все это выглядело так, будто они были не просто свидетелями прошлого, а частью чего-то большего, возможно, даже будущего. В одном из помещений они обнаружили массивную консоль, на которой вспыхнули многочисленные индикаторы и кнопки. Один из членов команды, инженер по имени Мэтт, подошел ближе, его глаза заблестели от любопытства. Он начал нажимать на кнопки, и с каждым нажатым клавишей консоль реагировала. На экране начали появляться данные о различных технологиях, которые использовались на корабле. Выяснилось, что некоторые системы могли создавать временные порталы. Больше всего исследователей поразило то, что эти технологии были разработаны для перемещения не только в пространстве, но и во времени. Каждый из них осознавал значение этих открытий, и каждое нажатие клавиши могло оказать влияние на их будущее. Слова из свитка стали оживать, наглядно демонстрируя, как можно переноситься в другие временные эпохи. Однако, как только команда начала погружаться в изучение информации, экран замигал и потемнел. Это заставило их насторожиться. Внезапно из консоли послышался треск, и одна из систем начала выдавать звуковые сигналы, как будто пыталась донести до них важное сообщение. Доктор Эмили Смит, заметив изменения в атмосфере, подошла к Мэтту, на лице которого читалось волнение. «Давайте попробуем разобраться, что происходит», — предложила она, и группа собралась вокруг консоли. На экране снова появился текст, написанный в том же языке, что и свиток. Они начали переводить его на лету и вскоре поняли, что это были инструкции к использованию технологий. Параграфы фиксировали важные моменты, как активировать временные порталы, какие параметры запрашивать и что делать в случае непредвиденных ситуаций. Каждое слово на экране только подогревало их интерес, и все понимали, что находятся на грани открытия. Тем не менее, их внимание вновь привлекло другое устройство – планетарный анализатор. Один из членов команды, биолог по имени Лора, переключила фокус на это устройство. «Я думаю, что оно может помочь нам установить, что за планета была указана в свитке», – произнесла она, изучая интерфейс. Когда Лора активировала анализатор, перед ними развернулось изображение с подробными данными о планете, которая находилась по указанным координатам. На экране появилась информация о возможных условиях, атмосфере и даже о потенциальной жизни на этой планете. Исследователи были поражены. Эти данные показали, что планета обладает условиями, подходящими для жизни, а это значило, что они могли найти не только новые технологии, но и, возможно, следы цивилизации, которая оставила это послание. Эмили и ее команда начали собирать все найденные данные, понимая, что каждая деталь и информация могут стать ключом к разгадке тайны исчезновения Энтерпрайза. Тем временем из глубин корабля начали слышаться странные звуки. Они казались отдаленными, но становились все громче, вызывая настороженность исследователей. Кто-то из команды заметил, что освещение в коридоре начало мигать. «Кажется, корабль начинает реагировать на нас», — произнесла Лора, и ее слова только усилили напряжение в воздухе. Доктор Смит понимала, что они должны быть осторожны. Это могло быть как угрозой, так и шансом на открытие. В этот момент один из анализаторов издал резкий звук, после чего на его экране появилась карта. На этой карте отметились две точки. Одна находилась на корабле, а другая на той самой планете. «Это может быть сигнал», — произнес Джейкоб, указывая на экран. Команда переглянулась, понимая, что в их руках находился не просто корабль, а ключ к разгадке их будущего. Собравшись, они обсудили свои действия. Каждый из них понимал, что следующий шаг может привести к чему-то невероятному. По мере обсуждения возникали разные мнения, но в конечном итоге все сошлись на том, что они должны отправиться на планету, указанную в свитке. Это открытие могло стать не только их личным триумфом, но и невероятной вехой в истории человечества. Наблюдая за активностью корабля, команда понимала, что время не ждет. Они начали подготовку к путешествию, собрав все необходимое оборудование.
Каждый из них ощущал волну адреналина. Все понимали, что впереди их ждут испытания. Эта находка, это послание из будущего, теперь стало для них настоящим вызовом. Однако в этот момент снова сработала система корабля. Огромный экран вдруг заполнился изображением. На нем появилось лицо человека, одетого в высокотехнологичную одежду. Это был кто-то из будущего. Он начал говорить на том же языке, что и свиток, но вскоре его слова стали переводиться. Если вы смотрите это сообщение, значит вы на правильном пути. Но будьте осторожны. Время — это не просто измерение, оно может быть оружием, произнес он, прежде чем экран погас. На этом моменте сердца исследователей забились быстрее. Это сообщение стало для них предупреждением. Теперь у них не было другого выбора, кроме как действовать. С каждой секундой напряжение нарастало, и они знали, что впереди их ждет нечто большее, чем просто приключение. Время и пространство вновь соединились, предлагая уникальный шанс изменить ход истории. Каждый из них чувствовал, что они стоят на пороге необычайного открытия, которое может изменить их жизнь навсегда. Решительность переполняла команду. Впереди лежали новые горизонты и неизведанные пути, и они были готовы к ним. Когда команда исследователей отправилась в путь, они не знали, что их ждет впереди, но каждое мгновение внутри заброшенного космического корабля Enterprise наполняло их напористым ожиданием. Неподалеку от консоли, где они изучали удивительные технологические достижения, внимание всех привлекло странное поведение корабля. Сначала они ощутили легкую вибрацию, потом заметили, как освещение в помещениях стало призрачным. Эмили, осматриваясь, поняла, что эта активность могла означать, что нечто важное происходит, и что они на самом деле не одни на борту. Один из исследователей, Джейкоб, вспомнил о свитке, который они нашли ранее. Письмо из будущего предлагало множество загадок, но теперь, когда она была прочитана, возникли новые вопросы. «Может быть, это сообщение было не только для нас, но и для тех, кто может следовать за нами?» произнес он, указывая на экран, который вдруг начал мигать. Прибор, расположенный на консоли, издал резкий звук и активировал проектор, который отобразил карту, на которой обозначилась планета. Это была та самая планета, о которой говорилось в свитке, и теперь у команды был шанс не только разгадать, что произошло с Энтерпрайзом, но и понять, куда отправился путешественник во времени. В воздухе витала напряженность, когда команда собрала все доступные данные и подготовилась к следующему шагу. Каждый член группы понимал, их действия могут повлиять на судьбу человечества. В этот момент Лора, биолог, привлекла внимание всех к анализатору. Если мы можем установить, что на планете существует жизнь, это может объяснить, почему путешественник туда отправился, заметила она, работая с протоколами. Эмили, ликующе смотря на карту, быстро распорядилась собрать оборудование для экспедиции. У каждого из них были свои роли. Мэтт и Дэйв занимались техническим обеспечением, проверяя работоспособность всех систем, в то время как Джейкоб и Лора готовили материалы для исследования планеты. Каждый из них был полон решимости, и напряжение в воздухе ощущалось, как будто корабль сам подталкивал их вперед. Однако не успели они закончить подготовку, как внезапно один из приборов подал сигнал тревоги. На экране появилось изображение, которое показало их собственный корабль с другой стороны, словно кто-то наблюдал за ними снаружи. Это вызвало волну беспокойства. «Кажется, кто-то следит за нами», — произнес Джейкоб, присматриваясь к экрану. Эмили ощутила холодок по спине. «Мы должны действовать быстро. Если это действительно так, нам нужно найти способ уйти, прежде чем они поймут, что мы здесь». Тем временем один из исследователей, Кэтрин, заметила, что в одном из отсеков корабля началось движение. Она поспешила туда и обнаружила, что некоторые из старых систем активировались самостоятельно. Возможно, они были частью защитных механизмов, которые сработали на фоне их присутствия. Эти системы охраны могут быть ключом к тому, чтобы понять, что произошло с кораблем, указала она, глядя в монитор, где отображались старые записи. Исследователи проанализировали записи и выяснили, что Enterprise исчез не случайно. Он оказался в центре сражения, которое велось между двумя цивилизациями, стремившимися овладеть технологиями времени. В этом сражении, похоже, был замешан и путешественник, оставивший свое послание. Каждое новое открытие подстегивало их исследования, и хотя команда понимала, что ситуация накаляется, они не могли оторваться от изучаемых фактов. Каждый член команды начал понимать, что они стали частью той истории, которую пытались разгадать. Они находились не только на заброшенном корабле, но и на перекрестке временных потоков. Однажды они начали выходить из своего укрытия, чтобы исследовать другие уровни корабля, но звуки из консоли заставили их замереть. Оказалось, что это был сигнал, некий код, который они должны были расшифровать. Этот код содержал инструкции, как активировать защитные системы, которые могли бы защитить их от внешних угроз. Теперь, когда команда все больше погружалась в изучение космического корабля, они начали осознавать, что должны быть готовы ко всему. Каждый шаг мог привести к новым открытиям или, наоборот, к опасностям. Внезапно, когда они собирались покинуть основной отсек, снова послышался треск. Это был звук, который они не могли идентифицировать.
В этот момент они переглянулись, осознавая, что каждый новый звук мог стать началом их приключения или же концом их исследования. Тем не менее, Эмили настояла на том, чтобы команда продолжала двигаться вперед. Мы должны знать, что произошло с путешественником и почему он оставил это послание. Это может изменить и наше понимание времени, произнесла она, и все согласились. Настоящее приключение только начиналось, и впереди их ждали неисчислимые тайны, которые могли бы изменить историю навсегда. Когда они снова вошли в главный зал, атмосфера вокруг них изменилась. Корабль, казалось, реагировал на них, и это было одновременно и удивительно, и пугающе. Они понимали, каждое действие, каждый шаг могут повлиять на то, как будет развиваться их исследование и, возможно, на то, как они будут воспринимать пространство и время. И с каждой минутой напряжение нарастало, но команда была полна решимости. Они были готовы к тому, чтобы разгадать загадки, которые таила в себе эта удивительная находка.